Всем привет! Меня зовут Торил, и я занимаюсь разработкой мобильной игры на Unity про куриц из Counter-Strike. Действие игры разворачивается в альтернативной реальности, где на сервере, в очередной раз, когда хотели застрелить курицу, она достала свои калаши и расстреляла всех в ответ. В моей голове эта мысль звучала как-то очень весело и представлялась мне чем-то действительно оригинальным, и я решил, почему бы не сделать такую игру. Непосредственно геймплей бета-версии, которой вы сейчас видите на своих экранах. В бета-версии доступно 3 режима: 5 на 5 красный против синих, бой насмерть и гонка вооружений. Кстати, гонка вооружений — мой любимый режим. Был и в оригинальной Counter-Strike всегда, и в Counter-Strike Go. По-моему, это самая веселая история, где есть ощущение, что вы что-то вообще прокачиваете в этой игре, а не без конца фармите фраги. Хотя непосредственно в моей мобильной игре без конца фармить фраги — это будет веселое занятие, потому что на них мы получаем коины, чикен-коины, за которые мы покупаем скины в магазине. Вот, кстати, я показываю сейчас несколько моделей скинов. Есть такой скин на МП5, морковка, отсылка к моему детству тоже, так мы называли этот автомат. Есть оригинально новые скины, вот, например, Дигл с крестами белый. Какие-то я придумывал скины просто на ходу, то, что мне нравилось, приходило в голову, то я и делал. Например, нож катана, хотя есть и оригинальный коготь. В общем, и то мне нравится. И также я хочу кастомизировать броню и шлемы, чтобы курица могла покупать скины брони и шлемов и выглядеть оригинальной на сервере. Можете обратить внимание, сколько именно скинов у меня получилось. На каждую модель оружия у меня 5 скинов. Основной базовый и 4 каких-то оригинальных, которые можно купить за чикен-коины в игре. Получились яркие, красочные и достаточно низкополигональные модели, что в целом меня устраивает. Я планирую их даже выгрузить на Unity Asset Store. Кто разрабатывает игры, можете потом купить мой набор. У каждого оружия отдельно база и магазин с патронами, чтобы при перезарядке можно делать было хоть какую-то анимацию перезарядки. Обойма вылетает, обойма возвращается. Сама курица состоит из разных частей. Вы видите, все отдельно. Я это сделал для того, чтобы при смерти курица разлеталась на мелкие кусочки. Отдельно глаза, отдельно крылышки, отдельно ноги. Взрыв и потом перерождение. Сама курица низкополигональная. Можно было бы сделать еще меньше полигонов, потому что, по сути, это просто кубы. Но я делаю текстуры с палитры цветов, и поэтому каждый отдельный полигон — это у меня отдельный цвет. Можно сделать углы сглаженными, например, с помощью Mesh Smooth или чамфера, то есть грань сгладить, скруглить. Но для мобильной игры я этого не делаю, чтобы оставлять количество полигонов минимальным, которое меня устраивает. Также в бета-версии доступны несколько карт, которые я сделал также в 3D Max. Это простенькая карта бассейна, Pool Day, кто знает, Counter-Strike Pool Day. Была такая карта в свое время в 1.6, крайне популярной. Кажется, сейчас ее планируют добавить даже в Counter-Strike 2. Настолько у олдфагов текут слезки от нее. Слезы радости, конечно, потому что в свое время тоже на этой карте провел я немалое количество часов. Я помню день, когда счетчик фрагов на этой карте достиг 2500. Мы играли против ботов, и нам делать особо было нечего. Потому что интернета у нас не было, и времени было вагон. Кстати, маленькая фишечка: при падении в бассейн у курицы здесь появляется плавательный круг. Мне кажется, мелочь, а приятно. Выглядит весело, особенно на других игроках. Также в будущем я планирую добавить в игру технику. Можно будет ездить курицей на танке, летать на вертолете, какие-то джипы. Возможно, какие-то установки с пушками, подбежав к которым, вы получаете контроль над этой установкой и можете стрелять. Но она будет статической. В общем, что-то среднее между Battlefield, Chicken Gun и Counter-Strike. В моей голове это залог успеха. Не знаю, как будет на самом деле. Пока игра себя показала очень слабо. Бета-версия на Яндексе совсем не показывает никаких результатов. Возможно, это связано с креативами, которые я сделал, и которые их искусственный интеллект не пропускает в топ. Возможно, я просто не понимаю игроков и что им нужно. Им нужен кликер с красивой картинкой. Но про красивую картинку это не точно. Я также сделал какой-то омаж на карту Estate или Mansion, как вам больше нравится. В общем, в свое время это тоже крайне популярная карта у сообщества Counter-Strike. И я сделал
альтернативную версию, которая была в моей голове. В общем, это японский сад с двумя домиками-курятниками или непонятно чем. В общем, просто двумя домиками и каким-то ландшафтом. Сбоку домов есть маленькие выходы для куриц, как подземный ход на карте Estate. Также в своей игре про чикенов я достаточно серьезно запарился над кодом. Например, основной контроллер движений и действий персонажа, курицы основной, занимает 2500 строчек, что немало для меня, потому что я пишу код самостоятельно. Также я сделал видеоролик для продвижения своей игры. Я непосредственно планирую заливать трафик на этот ролик и попробовать продвинуть свою игру с помощью него. В общем, террористы рашат смог, один умирает, все расстроились, и, как всегда, виновата курица. Но в этот раз что-то поменялось. Как вы видите, что? Я планирую озвучить этот ролик, он появится на канале с озвучкой уже завтра. Сама игра, бета-версия, размещена на Яндекс.Играх, вы можете зайти, уже сейчас в нее поиграть, она называется Chicken. Очень просто и лаконично, одно слово. Я решил сильно не заморачиваться по названию в этот раз, и, возможно, в этом и кроется причина моего неуспеха релиза игры на старте. Но ваш лайк может все исправить, поэтому царский лайк, подписочка, какой-то комментарий минимальный, было бы здорово, мне было бы очень приятно. Возможно, причина неуспеха релиза моей игры на Яндексе в этот раз кроется в моем аккаунте, с которого я продал свои успешные игры, или в заплатках обложки и иконки игры, которые выглядят, не айс, скажем так. Возможно, их нужно переделать, но модерация у Яндекса нынче не очень шустро делает все, и моя игра уже несколько дней не может быть опубликована с изменениями, которые я в нее внес. Но зато, тыкая на первую рандомную игру в топе игр Яндекса, я, конечно же, попадаю на, что бы вы могли подумать, кликер 2D. И, в принципе, мне он даже, в принципе, нравится, ничего плохого не могу сказать. Ребята запарились, какой-то комикс сделали в начале. Потому что обычно все это выглядит гораздо хуже. Этим ребятам еще респект. Сейчас заставка выглядит для игры новая вот таким образом. Синий-красный, надпись Chicken, сама курочка улыбается. В общем, мне эта заставка нравится, но если вы делаете крутые арты и хотите поработать вместе со мной над этой игрой, то пишите мне, пожалуйста, сделаем что-то реально крутое. Ой, и зацените, какое аудио записала нейронка для этой игры. Chicken gun, chicken gun, chicken gun, feathered battles, endless fun, clocking warriors in the sun, victory's crew, the fight's begun. Chicken gun, chicken gun, chicken gun, feathered battles, endless fun, clocking warriors in the sun, victory's crew, the fight's begun. Chicken gun, chicken gun, chicken gun, feathered battles, endless fun, clocking warriors in the sun, victory's crow, the fight's begun. Chicken gun, chicken gun, chicken